Всем привет! 23 июля 23 года. Рост вовсю идет винограда. Смотрите, уже даже у некоторых сортов пошел окрас. Это у меня Каталония. Посмотрите, какая красота. Это Минская область, на минуточку. В принципе, видите, уже красненькая. Но у Каталонии есть такое свойство, что она после полного окраса, до полного созревания, ей еще недели 2, а то и 3. А в нашем климате, так как она очень чувствительна к теплу, бывает и дольше. Некоторые менее окрашенные, некоторые уже поболее окрашены, уже практически, ну не черные, но уже такие конкретно темно-розовые. Есть вообще еще только-только начинаются. Некоторые даже и близко не начинаются. Сейчас посмотрим еще один сорт. Это Мускат Блау. Универсал. Посмотрите, какая красота. Он всегда так интересно начинает окрас набирать. Бачки у него такие розовеют. Ну, как будто яблочко такое интересное. Очень рыхлая гроздь. Хорошо проветриваемая. Проблем, в принципе, с ним вообще нет. Не болеет. Ничего с ним не становится. И вкус очень приятный. Ну, единственное, как у всех универсалов, конечно, с кожечкой немножко проблема. А так, в принципе, очень даже неплохо. Остальные пока еще никакие. Ну вот, Кишмиш Юпитер, он еще пока не набирает окрас. Ему еще пока рановато. Ну и покажу кондиции, которые некоторые сорта набирают. Это Элегант. Смотрите, уже такие довольно крупные ягоды у него. Немножечко подпекается солнцем. Есть немножко. Хотя я здесь не прореживал. Каждый год я прореживал. Но все-таки у нас климат такой прохладный всегда был. Последние годы я все-таки заметил, что ягода горит, и перестал это делать. И максимум оставляю лист у гроздей. Так все-таки безопаснее для него. Ну, в этом году он очень хорошо опылился. Женский цветок он, кстати. Опыление у него вообще без проблем. В этом году. Обычно бывают проблемы. Посмотрим, как он кондиции наберет. Дубовский розовый в моих условиях это один из поздних. Ну, конечно, ему еще рано окрас набирать. Но вот такие у него ягодки. Довольно крупные. Кстати, поливаю. Хоть и дожди вроде бы идут, но этого недостаточно. Поливаю раз в неделю. Смотрю, все-таки при поливе поприятнее процесс у него проходит. Но не только у него, вообще у всех сортов. Аркадия пока мелковато, но она наберет свои кондиции уже ближе к концу августа. Начнет дуться конкретно. В общем, что сейчас можно сделать? Можно уже подкормить фосфором и калием, чтобы ягода лучше созревала и чтобы лозы быстрее начался процесс вызревания лозы. У меня есть кристаллон коричневый, там большое содержание фосфора и калия, и там 3% азота. Азот усиливает всасывание, так сказать, фосфора и калия. Раньше я старался монофосфат калия и так далее. Ну вот потом почитал, пообщался с народом, все-таки азот должен присутствовать, но в минимальных пропорциях. Поэтому у кого нет кристаллона, можно монофосфат калия, либо есть мастер, такая штуковинка, тоже там примерно как у кристаллона коричневого состав, там 3% азота, и там сколько-то, не помню, фосфора и калия побольше будет. Ну, конечно, кристаллоном под корень дорого-богато, но в принципе, кто может себе позволить, можете это сделать. Под корень очень будет хорошо. В дальнейшем все-таки я буду обработку делать по листу. Уже надо будет активно кормить калием, причем по нарастающей. Дозу надо будет наращивать. Это будет все-таки и защита. Это уже когда мы перейдем. Уже нельзя будет системными препаратами обрабатывать. Поэтому такие высокие дозы, они в принципе будут немножко сдерживать болезни. По болезням я последнюю обработку системником сделаю, наверное, либо в середине недели приеду, либо в конце следующей недели. И у меня останется до ранних сортов уже примерно, ну, высчитаю, чтобы 20 дней оставалось до созревания. Алешенькин, как правило, и Кишмиш 342, они созревают, ну, начинают созревать от 15 августа. Первые ягодки можно уже так клевать, а в основном уже где-то в 20-х числах уже, в принципе, готово. Поэтому можно, в принципе, в конце июля сделать последнюю химобработку, чтобы в конце августа, в 20-х числах уже можно было кушать ягоды. Чем буду обрабатывать, пока еще не решил. Ну, возможно, Ордан, у него как раз там срок ожидания 21 день. И посмотрю, что-нибудь от Аидиума тоже подберу, чтобы сроки соответствовали. Ну и сочеталось с медсодержащим препаратом. Но это пока будет еще на следующей неделе. Еще как бы будет что выбрать и подумать. Всем удачных урожаев. Пускай ваш виноград растет и не болеет. Всем пока.